Всем привет! Это новый формат видео на моем канале. Видео, которое будет полезно всем, кто живет в Польше или кто планирует переехать в Польшу. В этом видео вы узнаете, почем продается недвижимость в Польше для жизни, а именно во Вроцлаве, в самой черте города и за городом. Я специально нашла два варианта: квартира и дом. Квартира находится за чертой города, дом находится в самом Вроцлаве. И сняла для вас обзор этой недвижимости, цены, в общем, все рассказываю дальше в видео, так что смотрите до конца. Мы уже в дороге. Наша квартира находится 25 примерно километров от Вроцлава, то есть это как бы пригород Вроцлава, это такой небольшой поселок. Вот, так что досмотрите видео обязательно до конца. Но прежде чем начнем показывать все детали, все нюансы, подписывайтесь на мой инстаграм, там я бываю чаще, там вы можете видеть меня чаще, мне будет очень приятно. Ну что, мы подъезжаем, нам осталось ехать 5 минут, Адриана уснула, сейчас будем ее будить. На улице дождь моросит, но надеюсь, погода позволит нам снять. И я ничего не забуду уточнить, спросить и рассказать вам. Вот. Это Ощедле. Но здесь все такие двух, максимум трехэтажные дома, нет никаких высоток. Это кладовка, да? Это не кладовка, это будет пральня. Ага, это пральня. Да, так, это вот здесь вход, мы заходим. Здесь комната сразу. Основной покой. Комната. Шпаклевать. На стены надо шпаклевать еще, да? Пол теплый? Ale podłoga jest nieciepła, tak? Nie jest. Bardzo Так, заходим сюда. Здесь ванная. Ванная. Ну, ванная большая. Большая, хорошая. Ну, можно поставить. Здесь зал. А полы теплые? Нет, полы не теплые, Полы не эти. Угу, зал с кухней. И лестница на второй этаж. Ага, второй этаж нужно будет обшивать. Одешенька. И здесь еще одна комната. То есть здесь получается вот вход, и на первом этаже раз комната, два комната, зал с кухней, ванная, пральня. И на втором этаже еще можно сделать столько комнат, сколько хочется. Здесь в гостиной, которая объединена с кухней, есть выход на террасу, на балкон. Балкон достаточно большой. Так. Ну, конечно, вид идет сразу на другие дома. И снизу у нас огрудок. Это огрудок, наверное, квартиры, которая идет на первом этаже. Высота потолков 2,65, то есть достаточно такие высокие потолки на первом этаже. Резервация этого мешкания 5000 злотых стоит. Вот. И здесь 140 квадратов. Идем дальше на второй этаж. То есть у этой квартиры какой принцип? На первом этаже обычно санузел один, комнаты. И на втором этаже просто открытое пространство, и ты там сам ставишь стенки, и столько с комнат, сколько хочешь. Можешь вообще не делать комнаты, просто одна общая такая площадь была бы, а можно делать несколько комнат. Смотрите, я поднялась на второй этаж, пока Влад с Ади на первом. Здесь, в принципе, потолки высокие, но здесь все надо обшивать, вот такое открытое пространство. Стен нет, стены ставите сами. И здесь можно сделать 3 полноценные спальни и поставить душ и туалет. То есть здесь выведена канализация, небольшие окошки. Ну вот я высокая, и мне нормально как бы здесь ходить.
В принципе, то есть здесь, конечно, наверное, взрослую спальню будет неудобно, но вот какие-то детские комнаты сделать, игровую или кабинет, то самое то. У этой квартиры нет огрудка. Здесь 140 квадратов, как я уже сказала. Ближайшие садики, школы находятся 500 метров отсюда. 4 садика и 2 большие государственные школы. Магазины находятся тоже в доступности 500 метров. То есть все необходимое, все, что нужно, здесь, в принципе, в километраже там, до километра. Так, мы приехали к школе. Вот школа, которая находится возле этого мешкания. Это государственная школа, новая, большая, очень, в принципе, красивая. Вот, ближе подходить, наверное, не буду, но видно, что она свежая достаточно. Пока мы, конечно, нашли путь, чтобы сюда проехать, так как здесь везде ремонты и стройки еще идут, то немножко там заблудились. Но, в принципе, здесь вот что здесь рядом. Здесь дорога, какие-то частные сектора, и больше здесь ничего нет. Но вообще здесь очень-очень тихо. А вот здесь садик. Получается, это одно здание, которое соединено, как бы, да, 2 корпуса, которые соединены вот таким вот коридором. Вот, это садик и школа. Ну, классно в одном здании. Классные, свеженькие. И вот мы проехали прямо у входа, то есть можно так вот приостановиться, высадить ребенка, потом поехать дальше, высадить второго ребенка здесь и поехать домой. Итак, подытожим по поводу квартиры. Возможно, некоторые моменты я там не сказала. Сразу скажу свое сейчас впечатление, да, скажу все про цену, какая цена, какие есть варианты и так далее. Впечатление. Во-первых, человек, который нам показывал эту квартиру, мне лично он не понравился, потому что он спешил, после нас у него еще какие-то люди на просмотр, и в общем, в общей сложности на просмотр этой квартиры у нас ушло там, я не знаю, максимум 15 минут. Это очень мало, я даже не поняла, что так все быстро. Как будто он куда-то спешил, он сам ничего не рассказывал, если мы спросим, он скажет. Какое-то впечатление, конечно, по этому поводу двоякое, как будто у него не было заинтересованности для того, чтобы нам эту квартиру продать, да. То есть здесь, как бы, можно сказать, маркетинг и продажи хромают. Ну да ладно. Давайте теперь по поводу квартиры. Итак, подытожим. Квартира находится 20 километров от центра Вроцлава. По метрам квадратным эта квартира 140 квадратных метров. То есть это большая квартира, двухуровневая, двухэтажная. Именно эта квартира, она без огрудка, так как она находится на 2-м этаже, да, по польским меркам на 1-м этаже. А квартиры, которые находятся на 0-м этаже, они уже идут с огрудком. Но у этой квартиры есть большой достаточно балкон. Эта квартира стоит 580 тысяч злотых. А квартира с огрудком на этаж ниже стоит буквально на 50 тысяч дороже, то есть 630 тысяч злотых. Хочется огрудок, доплачивая, грубо говоря, еще 50 тысяч. Плюс эта компания, да, которая нам показывала эту квартиру, они также могут взять на себя ремонт этой квартиры под ключ. Туда не входит мебель, но туда может войти кухня. Это все, конечно, обговаривается. Стоимость таких услуг, стоимость ремонта в общей сумме 250 тысяч злотых. Если хочется, чтобы за тебя еще сделали там ремонт, то давайте приплюсуем 580 плюс 250. Получается такая нормальная сумма. По поводу инфраструктуры. Буквально до километра, там 500 метров, школа, 2, по-моему, школы государственные, 4 детских садика, магазины, все находится в общей доступности. Торговых центров рядом, по крайней мере, я не видела, то есть в пешей доступности точно их нет, это нужно ехать на машине. Но я видела, что ездит автобус, то есть есть автобусная остановка, по крайней мере, значит, какой-то общественный транспорт там точно ездит. Еще отмечу, что в эту стоимость квартиры входит паркоместо, но оно находится на улице. Да, это не подземный паркинг. Конечно, например, мы бы лично хотели иметь паркинг подземный. Это очень удобно, особенно зимой. Сейчас у них не было для просмотра показать нам квартиру с огрудком, только вот квартиры с балконом у них были.
Квартира с огрудком появится у них на продажу только в мае месяце, то есть это буквально через 3 месяца. Также мы спрашивали, есть ли у них инсталляция, которую они могут нам показать. Это, знаете, как в Икее, когда уже все оформлено, как будто там люди живут и уже ремонт сделан, чтобы можно было посмотреть квартиру, как она выглядела бы, если бы уже был бы в ней ремонт, чтобы лучше себе представить и визуализировать эту картинку. Мы знаем, что такое есть вообще, когда смотришь квартиру на покупку, но у них в данном случае не было. У них все уже было распродано, поэтому не смогла я вам снять инсталляцию. В квартире, получается, проведен газ. На первом этаже 2 спальни, зал с кухней совмещен. Прачечная, да, где можно поставить стиральную машину, сушильную машину или использовать там как гардеробную какую-то, и санузел. Можно сделать санузел достаточно большой, можно прямо поставить ванную, и на втором этаже тоже выведена сантехника, можно или душ поставить, туалет тоже там можно вывести, и максимум можно сделать 3 комнаты, такие полноценные, на втором этаже. Можно сделать, я думаю, и 4, но они будут очень-очень, конечно, маленькие. То есть, получается, по сути, это квартира 6-комнатная. 3 комнаты на втором этаже и 3 комнаты на первом. Здесь 2 места. Паркинг для машины. Так, здесь все пока еще строительные работы идут. Вот. Но очень тихо здесь. Задняя часть двора. Дом идет на 2 семьи. Так. Огрудок сзади дома 2 сотки, 220 метров. Дальше будут строить еще до конца улицы такие домики, но там будет огрудок меньше, но сама квартира будет по размеру больше. Сейчас зайдем в квартиру, посмотрим. У дома деревянные вставки, и вот это имитация, это плитка. Утеплитель дома около 20 сантиметров. Очень теплый дом. Заходим. Высота потолков 267 сантиметров. Так, это гараж на 1 машину сразу, то есть можно заезжать и заходить в дом. Здесь такой небольшая прихожая. И дальше вход. Здесь газовый баллон, отопление газовое. И сразу на первом этаже душевую кабину можно поставить и туалет. И везде здесь теплые полы. И на первом, на втором этаже, и даже под крышей. Коридорчик. Ага. Кухня и зал совмещен. Mamy w salonie, w sypialni głównej i na korytarzu. Везде находится это выход, климатизация, это, как это опять же, было слово? Климатизация, которая холодный воздух делает, кондиционер. Я поняла, кондиционер. Здесь стоит и наверху там тоже еще, да, здесь будет кухня. Да, кухня и зал, да. Лестница. Здесь под лестницей можно еще место для хранения сделать. Ну, мне нравятся окна в пол, я такое люблю. Здесь переключатель, что можно, когда солнце светит, чтобы не руками ролеты опускать, а нажимаешь, и они опускаются сами автоматически. Мне нравится, светло. Хотелось бы, конечно, потолки повыше, но, в принципе, достаточно высокие. Здесь уже везде прям выключатели стоят, розетки, то есть уже все вмонтировано. В этой квартире 126 квадратных метров. Вот на первом этаже зал с кухней, душевая кабина. И поднимемся на 2-й этаж, посмотрим, сколько комнат там. Лестница зашиваться будет, да? Вот с этой части, да, чтобы туда не... вот так здесь вот, уже да. сам как-то, наверное, будешь делать. Все, поднимаемся на Тут 2-й этаж. вниз не боимся, там уже мы самі зробити.
Но здесь лестница уже есть, и просто перила поставил, и все. А видишь, а в той квартире нужно лестницу устанавливать было, то есть там лестница не входила. Вот мы поднялись на второй этаж. Заходим направо. Здесь комната. Ага. Мастер-бедрум. Тоже окна большие. Комната реально большая. А что вот это такое? Щиток? Вот, это теплые полы. А, это теплые полы. Чтобы нас Все, я поняла. на втором этаже. Да, А здесь- кондиционер. Здесь и на третьем этаже теплые полы. Кондиционер тоже везде, кондиционер. Закрою. Я думаю, что это так не останется. Tak, będą jeszcze tutaj Коридорчик. Дальше налево идем. Здесь у нас ванная. Ванная. Большая ванная, я бы сказала бы даже. Туалет, раковина, все можно поставить. Здесь идут выходы на 2 умывальника с подсветкой. Напоминает мне это что-то очень наш дом в Беларуси. Дальше. И еще 2 комнаты. Сюда 1 комната. Ну, большая, очень большая. У нас у детей сейчас комната меньше, чем вот эта. И еще 1 комната. Классно, мне нравятся потолки здесь высокие, выше даже, чем на 1 этаже. Поднимаемся на 3-й этаж. Вот, наверное, утепление. Вот еще А, пенопластик, что утеплитель? зеленый, да, чтобы мышки не кушали. Ого! Так здесь прямо еще можно несколько комнат сделать. Класс. Вот Влад 2 метра ростом, посмотрите, ему вообще. wełna i jeszcze Po będziemy prostu. taką zieloną płytą zabudować, nie? Ну, утепление, ага. Игровую можно сделать. Утеплится еще здесь. Ага, утеплиться. Да, то есть подошьется. Ну и дальше уже я понимаю И сам. здесь как- тоже теплые полы. Да, они везде говорили теплые. Jeżeli Państwo by chcieli sobie ścianki postawić, to już mamy wyprowadzoną jakąś elektrykę, nie? Żeby Aha. sobie podłączyć. Супер. Можно еще поставить здесь стену, разделить комнаты, как тебе My нравится. tego teraz nie możemy zrobić, względu na to, że musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie, nie? Окей, а як купуємо то мешкання, і chcemy zrobić tu ściankę, musimy jakieś tu zezwolenie wziąć, No, tak? jak Albo... już Państwo będą, my już będziemy po pozwoleniu na użytkowanie, to Państwo też, więc już wtedy Aha. nie. Chyba, że z Państwa, u nas tutaj sąsiedzi z tego co wiem, to mają zrobione różne ścianki, więc jedyne to... Надо разрешение, да, чтобы стены сделать? Если мы покупаем, они тогда получат разрешение, насколько я А. помню. И тогда уже, ну мы автоматически, тогда они продадут Всё, с разрешения. я поняла. Но сейчас никто не делает разрешения, потому что ты не знаешь, какие стены ставишь. Может, ты не захочешь их делать. No i mamy tutaj właśnie tę klimatyzację do wyprowadzenia. И тоже кондиционер. Кондиционер, да. Здесь можно либо кабинет, либо игровую сделать. Да. Класс. Так? Толкенка можно? Большой дом. Baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Baila una de Maluma y Tego Calderón. La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron. Итак, цена этого дома, да, дома на 2 семьи, 1 350 000 злотых. Вот эти вот дома, которые дальше будут строиться, очень похожие. Там будет квадратура дома больше, но огрудок меньше и цена тоже меньше. Будет 1 250 000 злотых, на 100 000 злотых дешевле. Хоть дом этот и меньше, почему он выходит дороже? Потому что земля стоит дороже. Здесь огрудок больше, поэтому цена здесь выше. Но, в принципе, я думаю, что огрудок может быть и поменьше, зато дом побольше, да, и цена дешевле. Как бы вариант, который будет строиться еще, мне больше нравится. Но здесь, по ощущениям, как будто не 120 там, квадратов площадь, намного больше. 3-этажный дом, на 3-м этаже можно сделать полноценный кабинет или игровую комнату, или даже разделить на 2 комнаты маленькие.
для детей, поэтому вполне места хватает даже для большой семьи, вот как мы с 3 детьми. Еще раз покажу, спустилась на 1-й этаж, здесь кухня, очень большая выходит. Я думаю, что можно даже, ну не знаю, как остров, но барную какую-то стойку поставить. Везде теплые полы, это очень большой плюс. Дом сам по себе очень теплый, потому что утеплитель около 20-ки. Мы в Беларуси, когда строили дом, ставили утеплитель 10, и нам говорили, что это очень много, это прям очень теплый будет дом, потому что в среднем вот в Беларуси ставят утеплитель 5. А так как здесь во Вроцлаве как таковых зим нет, и в принципе здесь тепло, то утеплитель 20 это очень теплый дом, тепло будет держаться. Я думаю, что можно даже, в принципе, этот теплый пол и не включать зимой. Ну, как бы тут на любителя уже. Еще в этом доме, по сравнению с предыдущей квартирой, тут уже есть лестница, ее просто нужно зашить и все. А в том доме лестница не предусматривалась, нужно за свой счет делать, да? Как тебе дом? Классный дом, мне он очень наш напоминает. Очень. Ну, 125 квадратов, мне кажется, а выглядит 170 больше намного. Как будто, да. Да, по ощущениям намного больше. Вот эта квартира предыдущая 140 была, да, которую я показывала, и кажется, что она меньше по ощущениям, да. Здесь места много места для хранения. Вот здесь можно прямо шкаф отдельно сделать какой-то, как для хранения. Ну, в общем, классно. Либо если у вас собака, например, да, обычно, знаю, под лестницей делают лежанку для животных. Ну, в общем, круто. Резервация этого дома платная, 1% от стоимости, то есть там сколько, 12-13 тысяч злотых. И резервация... Если банк одобряет, да, то супер. Если банк вдруг не одобряет ипотеку, если вы берете этот дом под ипотеку, то резервация возвращается. И вот здесь будут еще достраивать вот эти дома до конца улицы. Вот как здесь, только с этой стороны. И разрешение. Да, квадратура будет больше, но огрудок меньше. Вот, но мне как бы огрудок сильно большой и не надо, мне и поменьше нормально, но зато дом побольше и дешевле на 100 тысяч злотых. Смотрите, нам дали прямо в распечатанном варианте. Уже можно представить, как там планировку сделать, например. Вот по этажам, по квадратам можете посмотреть, вот сколько на 1-м, на 2-м, на 3-м этаже квадратов, сколько общая сумма квадратов. Так, это будет, наверное, 2-й этаж, да, со спальнями. Это 3-й этаж, крыша, там, где мы были под крышей, и там все, в принципе. Итак, мы уже едем домой. Этот дом находится в черте Вроцлава. Буквально там 5 минут езды вот сейчас, вот где мы живем, от нашего дома. Здесь хороший район, в принципе. Дом находится в Кшиках, в Алташине. Поэтому здесь, конечно, в самой черте Вроцлава, да, все вообще квартиры, дома, неважно, они все стоят дороже, чем дома и квартиры, которые находятся за как бы чертой Вроцлава под городом. Ну что, надеюсь, вам понравилось видео, что-то интересное вы для себя взяли, посмотрели визуально, как все выглядит и почем, за какую стоимость и что туда входит. Если вам понравился такой формат видео, то ставьте лайк, пишите обязательно под видео комментарий, чтобы я видела вашу обратную связь и понимала, что вам нравится. И тогда я буду стараться снимать чаще такого формата видео. Можете написать, что бы вы хотели еще, чтобы я сняла. Возможно, про ипотеку, да, как взять ипотеку, какие условия. Может быть, вы хотите увидеть какого-то определенного застройщика или какой-то определенный район, чтобы я сняла, почем там квартиры, дома. Поэтому жду ваши комментарии и до новых встреч. Всем пока-пока.